На мой взгляд, рассматривать треугольник в боковике не имеет смысла. Почему? Потому что в боковике потенциал движения сильно ограничен и нет выраженного направления. Поэтому треугольник не даст хорошо заработать. Есть несколько моментов, когда в боковике стоит использовать треугольник, но об этом позже. А сейчас поговорим о паттерне, сформированном на тренде. Рассмотрим все на росте. Для тренда вниз ситуация зеркальная. Итак, цена растет, а потом останавливается на уровне сопротивления. Но за счет активности рыночных покупателей минимумы начинают повышаться, то есть вверх цена пойти пока не может, а снизу ее поджимают покупатели. В какой-то момент цена пробивает сопротивление треугольника и импульсно идет вверх. Цена уходит дальше от пробитого уровня? Нет. Так было бы в обычном треугольнике, а здесь все иначе. Здесь цена резко возвращается под уровень. Как думаете, о чем это говорит? Не знаете? Тогда давайте в этом разбираться вместе. Для этого выясним шаг за шагом, как формируется паттерн. Каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов. Кто-то будет закрывать свою длинную позицию, кто-то планирует открыть короткую. В какой-то момент давление покупателей вновь усиливается и цена пойдет вверх, формируя новый минимум на восходящем тренде. Если продавцы не смогут довести цену до предыдущего минимума, то это будет говорить об активности рыночных покупателей. Выше уровня сопротивления будут стоять стопы медведей и заявки buy-stop. Те, кто хочет присоединиться к движению на пробое уровня. Плотность покупателей выше сопротивления будет тем больше, чем дольше цена стояла в треугольнике. А лимитные покупатели создадут зону заявок на покупку под ближайшими минимумами. Пробой зоны стоп-лосс и buy-stop приведет к импульсному росту. Это нормальное развитие ситуации, потому что эта зона будет работать как место скопления рыночных заявок, а они двигают цену. Но ситуация сразу меняется, когда цена после пробоя возвращается под уровень, потому что это говорит о том, что все рыночные заявки были агрессивно выкуплены продавцами. Теперь внимание! Когда видим активность агрессивного рыночного продавца, нам нужно срочно переоценить текущую ситуацию. Если в месте скопления покупателей оказалась засада медведей, то скорее всего они знают, что делать. Поэтому не спешите входить в лонг, а обдумайте положение по новой, так как ложный пробой треугольника является серьезным признаком смены тенденции. Не так давно обещал рассказать, как использовать ложный пробой в боковике. Сразу оговорюсь, если вы в трейдинге новичок, то в боковике лучше не торговать. Если опытный трейдер, то торгуйте в боковом движении только от границ. Ложный пробой треугольника тоже не исключение. Входите на возврате в диапазон боковика.